Вера Павловна протянула Дарье конверт за 5 минут до венчания прямо возле гардеробной. За стеной гудел зал. В загородном доме под Барвихой звенели бокалы, пахло дорогими духами и мокрым снегом с меховых воротников. Дарья стояла в белом платье с тонкой ниткой жемчуга на шее. На подоле уже темнело маленькое пятно от талой воды. «Возьми», — сказала Вера Павловна тихо, чтобы никто не услышал. «Этого хватит на квартиру твоей матери в Перми. После регистрации скажешь Андрею, что передумала. Без скандала». Дарья не взяла конверт, только посмотрела на часы, старые, мужские, с потертым ремешком. Они принадлежали отцу, фельдшеру военного госпиталя. «Мои гости скоро подъедут», — ответила она ровно. Вера Павловна усмехнулась. Для нее Дарья оставалась бедной врачихой на временной ставке, женщиной без фамилии, связей и правильного прошлого. Но в это утро у ворот уже стояли люди, которым не требовались ни приглашения, ни объяснения. Андрей нашел их в коридоре, когда Вера Павловна уже спрятала конверт в сумочку. Он был красивым женихом, сдержанным, аккуратным, в темно-синем костюме, с лицом человека, который привык говорить в суде и молчать дома. Его семья владела юридической конторой на Остоженке, и каждая семейная фотография там висела как доказательство правильной жизни. «Мам, гости ждут», — сказал он неуверенно. Дарья посмотрела на него. Она ждала хотя бы одного простого слова, ни речи, ни вызова, только короткого «хватит». Но Андрей поправил запонку и отвел глаза. Вера Павловна положила руку ему на плечо. «Я просто объясняла Даше правила нашей семьи. У нас не принято выносить личное на публику». Дарья кивнула. За годы в госпиталях она научилась не отвечать сразу. Самые опасные раны не всегда кровоточили. Иногда они открывались в тишине, под шелест дорогого платья. Когда они пошли в зал, она услышала за окнами глухой раскат моторов. Пока еще далекий, почти похожий на гром. Зал был украшен так, будто зима за окном не имела права на существование. Белые розы стояли в хрустале. Под потолком мерцали теплые люстры. За длинными столами сидели адвокаты, нотариусы, бывшие чиновники, люди с одинаково осторожными улыбками. Они говорили вполголоса, но Дарья слышала достаточно. Она из Перми, кажется. Врач, но не из известных. Андрей мог бы найти партию посильнее. Ее мать, Анна Сергеевна, сидела у самого края стола, в простом сером платье с руками сложенными на коленях. Она привезла из Перми пирожки, но их не поставили на общий стол. Администратор сказал, что меню согласовано заранее. Дарья увидела, как мать пытается улыбнуться соседке, а та делает вид, что не замечает. Ведущий начал говорить о союзе двух достойных семей. Потом запнулся, глядя в карточки. Из текста исчезло все о работе Дарьи, ее дежурствах, командировках, закрытых госпиталях. Осталась только фраза «молодой врач, посвятившая себя помощи людям». Дарья опустила глаза. Это унижение было приготовлено заранее. Андрей стоял рядом с ней у арки из белых веток и смотрел куда-то поверх гостей. Он знал, что программа изменена. Дарья поняла это по его лицу. Вчера вечером он долго сидел на кухне их съемной квартиры в Хамовниках, мял салфетку и говорил, что мать очень переживает за формат. Тогда Дарья спросила прямо, стыдится ли он ее работы. Андрей ответил, что просто не хочет конфликтов. Теперь конфликт стоял между ними в полный рост. Вера Павловна поднялась для приветственного слова. Ее голос был мягким, почти ласковым. Она поблагодарила уважаемых гостей, вспомнила покойного мужа, упомянула старинные традиции рода Соколовых. Потом повернулась к Дарье. «Мы принимаем в семью человека скромного происхождения», — сказала она, «и надеемся, что новая жизнь научит ее соответствовать той ответственности, которая теперь на нее ложится». Мать Дарьи побледнела. Кто-то кашлянул. Андрей сжал губы, но промолчал. И именно в эту секунду моторы за окном стали ближе. Тяжелые, ровные, не похожие на свадебный кортеж. Дарья вспомнила другую тишину. Не этот зал, не розы, не холодный блеск вилок, а санитарный борт в Чкаловском, где ночью пахло металлом, йодом и мокрой шинелью.
Она тогда держала рукой артерию молодого капитана, пока самолет шел через снеговую полосу. Рядом молчал полковник из управления, а на полу дрожал ящик с документами, за которые могли погибнуть еще люди. Она не имела права рассказывать об этом Андрею, не потому что не доверяла. Так было подписано. Закрытые приказы, особый допуск, медицинская служба при ведомстве, которая не любила лишних слов. Для его семьи она действительно выглядела врачом без биографии. В трудовой книжке сухая строка. В разговорах уклончивые ответы. В отпуске внезапные вызовы. Вера Павловна называла это мутным прошлым. Андрей — сложным характером. Дарья много раз хотела уйти до свадьбы, но каждый раз вспоминала, как Андрей сидел с ее матерью после операции, приносил лекарства, читал вслух инструкции. В нем было добро, просто слабое, а слабость иногда ранит точнее злобы. Когда церемония закончилась, гости потянулись к столам, будто ничего не случилось. Дарья сняла перчатки и положила их возле бокала с водой. Шампанское она не пила никогда. После первых дежурств в госпитале ей стало трудно смотреть на праздники без внутреннего счета. Кто сегодня жив, кто не дождался утра, кому звонить родственникам. К ней подошла свекровь с 2 дамами в жемчуге. «Даша, дорогая», — сказала Вера Павловна громко, — «расскажите нам, где вы сейчас практикуетесь». «Все так интересуются». Слово «практикуетесь» прозвучало как пощечина. «В Москве», — ответила Дарья. «В районной больнице?» «В системе ведомственной медицины». Дамы переглянулись. Одна улыбнулась тонко. «Сейчас столько ведомств развелось. Главное, чтобы человек был на своем месте». Дарья хотела ответить, но увидела у окна начальника охраны дома. Он говорил по рации и нервно смотрел на ворота. С улицы донесся короткий сигнал, потом второй. Вера Павловна раздраженно повернула голову. Кто еще мог приехать без согласования? Дарья впервые за утро улыбнулась почти незаметно. У ворот остановились 3 черных автомобиля с военными номерами. За ними вошел микроавтобус сопровождения. Никто не сигналил лишнего, никто не суетился. Вышли люди в парадной форме, тяжелые шинели темнели от мокрого снега. На погонах блеснули звезды, на груди — планки наград. Их появление сразу изменило воздух. Охрана дома сначала попыталась преградить путь. Старший офицер спокойно показал удостоверение. Разговор длился меньше минуты. Гости в зале поднялись не сразу. Сначала кто-то подумал, что приехали соседи, потом, что ошиблись адресом. Но офицеры шли прямо к главному входу, не глядя по сторонам. Вера Павловна побелела от злости. «Андрей, ты кого-то приглашал?» «Нет», — сказал он, и в голосе впервые прозвучал страх. Дарья стояла у окна. Снег ложился на стекло мягкими хлопьями. За белой пеленой она увидела генерал-полковника Аркадия Белова, начальника которого в коридорах госпиталя называли просто Аркадий Михайлович. Он нес в руке небольшой темно-красный футляр. Дарья поняла. Они решили не ждать понедельника. Аркадий Михайлович вошел без торжественной поспешности. Ему было за 60. Седые волосы, прямые плечи, лицо человека, который привык слушать плохие новости без движения бровей. За ним шли несколько офицеров и военный врач в форме полковника медицинской службы, Тамара Ильинична. Именно она когда-то вытащила Дарью из обычной ординатуры и сказала: «У вас руки спокойные, нам такие нужны». В зале стало тихо. Ведущий растерянно сжал микрофон. Скрипнула ножка стула. Мать Дарьи поднялась, не понимая, нужно ли кланяться, здороваться или просто ждать. Аркадий Михайлович прошел мимо Веры Павловны, не задержав взгляда. Он остановился перед Дарьей и снял фуражку. «Дарья Викторовна, прошу простить за вмешательство в личный день». Она выпрямилась. В горле неожиданно стало тесно. «Товарищ генерал-полковник, вы обещали без протокола». «Обещал», — сказал он. «Но есть решения, которые уже подписаны. И есть уважение, которое нельзя откладывать из-за чужого расписания». Вера Павловна резко вздохнула, будто ее имя произнесли без разрешения. Ведущий протянул микрофон генералу так осторожно, словно передавал хрупкое стекло. Аркадий Михайлович не стал говорить долго. В его голосе не было театра.
Только сухая сила официального приказа и человеческая усталость. Сегодня мы прибыли поздравить Дарью Викторовну Лебедеву, главного врача специального медицинского подразделения, полковника медицинской службы. За действия при выполнении закрытой государственной задачи она представлена к высокой ведомственной награде. По залу прошел шорох. Кто-то уронил ложку. Андрей медленно повернулся к Дарье, словно видел рядом совсем другого человека. Вера Павловна стояла неподвижно. Ее губы пытались сложиться в улыбку, но лицо не слушалось. Генерал открыл футляр. На темном бархате лежала медаль, простая и тяжелая, не украшение. Знак долга, о котором обычно не рассказывают за свадебным столом. Благодаря ее решению были спасены люди, чьи имена сегодня не прозвучат, продолжил он. И сохранены документы, за которые отвечают не семьи, а страна. Дарья смотрела на футляр и думала только о тех, кто не вернулся. Тамара Ильинична подошла первой и прикрепила награду к платью Дарьи. Металл лег странно. Белая ткань была слишком нежной для такого веса. Дарья почувствовала, как дрогнули пальцы старшей коллеги. Женщина, которую боялись молодые хирурги и уважали генералы, вдруг прошептала. Витя бы гордился. Она имела в виду отца Дарьи. Оказывается, помнила его. Анна Сергеевна закрыла рот ладонью. Ее муж умер в Перми в старой больнице после ночного вызова, когда скорая застряла во дворе без освещения. Всю жизнь она думала, что его тихая работа никому не была нужна. Теперь незнакомые офицеры стояли перед его дочерью с уважением, которое нельзя было купить. Зал поднялся. Не сразу, неровно, смущенно. Кто-то хлопал слишком громко, пытаясь скрыть прежние слова. Кто-то снимал на телефон, пока охрана военных жестом просила убрать камеры. Дарья не улыбалась. Победа не была сладкой. Она только открывала то, что близкие люди предпочли не увидеть. Андрей сделал шаг к ней, но остановился. Вера Павловна первой пришла в себя. Она умела выживать в любых обстоятельствах. Ее покойный муж начинал помощником прокурора, и она с молодости знала цену правильной паузы, нужного знакомства, вовремя сказанной фразы. Позор нужно было срочно превратить в семейную гордость. «Аркадий Михайлович», — произнесла она почти ласково, — «какая честь для нашего дома! Мы всегда ценили службу. Мой муж...» Генерал повернулся к ней медленно. «Простите, мы знакомы?» Вопрос прозвучал вежливо, но в зале снова стало холодно. Вера Павловна моргнула. «Я мать жениха». «Тогда поздравляю вас с возможностью узнать невестку лучше», — сказал он. «Хотя, насколько понимаю, времени у вас было достаточно». Она попыталась засмеяться. Смех вышел коротким и пустым. Дарья почувствовала жалость. Не к Вере Павловне даже, а к той системе маленьких страхов, в которой эта женщина прожила жизнь. Для нее человек без связей был угрозой. Человек с достоинством еще большей. Но жалость не отменяла унижения. На столе возле сумочки свекрови все еще лежал белый конверт. Андрей, наконец, подошел. Он выглядел растерянным мальчиком, хотя ему было 42. За спиной у него стояли клиенты семьи, коллеги, мать, весь привычный порядок. Перед ним женщина, которую он любил, но не защитил. «Даша, я не знал», — сказал он тихо. «Ты знал достаточно. Я думал, тебе нельзя рассказывать. Думал, мама просто боится». Дарья подняла на него глаза. «Она предложила мне деньги, чтобы я ушла после регистрации». Андрей побледнел. Вера Павловна резко сказала: «Это ложь». Дарья молча взяла конверт со стола и передала Андрею. Он открыл его дрожащими руками. Внутри лежал чек и записка, написанная ровным почерком. «За молчание и достойный уход». Гости больше не делали вид, что не слышат. Андрей посмотрел на мать. В его лице боролись сыновняя привычка и поздний стыд. Дарья ждала. Теперь уже не защиты для себя. Ей нужно было понять, способен ли он хотя бы однажды назвать зло своим именем. Но Вера Павловна заговорила первой, и ее голос стал жестким. «Я спасала семью-то», — сказала Вера Павловна. «От неизвестности, от скандала, от женщины, которая годами скрывала правду.
Ее слова нашли в зале благодарную почву. Несколько гостей закивали почти незаметно. В их мире секретность была подозрительнее жестокости. Бумага с печатью важнее поступка, родословная убедительнее молчаливой службы. Дарья вдруг устала. Она вспомнила, как в Липецке после ночной операции вышла на улицу без шапки. Мороз резал лицо, а она не могла перестать мыть руки, хотя крови уже не было. Тогда Андрей прислал сообщение. «Мама спрашивает, почему ты опять не пришла на ужин?» Она ответила: «Работа и больше ничего». Нельзя построить семью на слове, которое каждый слышит по-своему. Аркадий Михайлович смотрел на нее внимательно, но не вмешивался. Это был уже не его бой. Андрей сжал записку. «Мам, ты не спасала семью», — сказал он наконец. «Ты торговалась за мое будущее, как за участок земли». Вера Павловна посмотрела на сына так, будто он ударил ее при всех. Эти слова не освободили Дарью. Она ждала их раньше, в коридоре, на репетиции церемонии. В тот вечер, когда Вера Павловна прислала ей список тем, которых лучше не касаться. Бедность, отец, служба, отсутствие московской квартиры. Поздняя смелость была похожа на лекарство, принесенное после выписки умершего. Андрей повернулся к Дарье. «Прости меня». Она увидела, что он говорит искренне. Именно это было больнее всего. Он не был чудовищем. Он не смеялся вместе с матерью. Он просто выбирал тишину каждый раз, когда нужно было встать рядом. «Я не знаю, что делать с твоим прощением», — сказала Дарья. Снаружи снова повалил снег. В окнах темнел сад, фонари делали его похожим на старую фотографию. Музыканты сидели неподвижно, держа смычки над струнами. Тамара Ильинична подошла к Анне Сергеевне и тихо помогла ей сесть. Этот простой жест вдруг оказался честнее всех свадебных тостов. Дарья сняла с пальца кольцо. Не бросила, не сломала. Просто положила на стол рядом с чековым конвертом. Вера Павловна резко шагнула к столу. «Ты не имеешь права устраивать спектакль в моем доме». Дарья посмотрела на нее спокойно. «Это больше не ваш спектакль». В зале кто-то шумно втянул воздух. Андрей закрыл глаза. Для него эта фраза была окончательнее любого судебного решения, но Дарья не ушла сразу. Она подошла к матери и опустилась рядом на корточки, не заботясь о платье. Анна Сергеевна взяла ее лицо в ладони, как в детстве, когда у Дарьи поднималась температура. «Доченька, может, не надо при всех?» — прошептала она. «Люди же смотрят. Пусть смотрят, мам». В этих словах не было вызова. Только усталость женщины, которая слишком долго берегла чужое удобство. Она берегла Андрея от правды, мать от тревоги, работу от разговоров, себя от жалости. И все это приняли за пустоту. Аркадий Михайлович подошел ближе. «Дарья Викторовна, машина готова, но решение за вами». Она кивнула. За этим простым предложением стояло больше уважения, чем за всем богатым утром. И тогда Андрей сделал последнюю попытку. Он взял ее за руку, но сразу отпустил, заметив взгляд генерала. «Даша, не уходи так. Давай поговорим дома. Без гостей, без мамы, без всего этого». Дарья почти улыбнулась. «Дома?» Слово повисло между ними. Их съемная квартира с облупленным подоконником в Хамовниках была теплее этого особняка. Там стояла ее кружка с трещиной, его книги по гражданскому праву, мамин шарф на батарее. Там они однажды смеялись над протекшим чайником и ели гречку прямо из кастрюли. Дом был возможен, но его предали не сегодня. Его предавали маленькими уступками. «Ты просил меня потерпеть, сказала она. Я терпела. Ты просил понять твою мать. Я пыталась. Но ты ни разу не попросил ее понять меня». Андрей опустил голову. Вера Павловна вдруг стала старой, не величественной хозяйкой, не судьей чужих биографий, а испуганной женщиной среди людей, которые больше не подчинялись ее взгляду. Дарья взяла старые отцовские часы со стола. Ремешок был потерт, но стрелки шли точно. «Мне пора», — сказала она. Они вышли через главный вход. Снег скрипел под каблуками. Один из молодых офицеров хотел подать Дарье шинель,
Но она отказалась и только плотнее прижала к себе букет. Белые цветы быстро темнели от морозной влаги. За спиной хлопнула дверь. Андрей выбежал без пальто. «Даша!» Она остановилась на ступенях, не обернулась сразу. Внизу стояли автомобили, строгие и темные, с паром у решеток радиаторов. За воротами собрались водители, охрана, несколько соседей. Новости в таких местах распространялись быстрее ветра. «Я уйду от матери», — сказал Андрей. «Сейчас. Сегодня». Дарья повернулась. На его лице была настоящая мука. И все же она почувствовала не радость, а пустое спокойствие. «Не уходи от матери ради меня. Это снова будет чужое решение. Уйди от страха, если сможешь». Он хотел возразить, но не нашел слов. Аркадий Михайлович стоял у машины и не торопил. В армии умели ждать, когда человек прощается с прошлой жизнью. Дарья сняла фату. Ветер сразу подхватил тонкую ткань, и она ударилась о темные перила. Вера Павловна вышла следом, накинув меховую накидку прямо поверх домашнего достоинства. «Дарья», — сказала она уже другим голосом, — «не будем горячиться. Все можно объяснить». Дарья посмотрела на нее. Впервые без боли. Перед ней стоял человек, который проиграл не потому, что приехали генералы. Она проиграла раньше, когда решила, что чужое достоинство дешевле семейной репутации. «Объясняйте Андрею», — ответила Дарья. «Мне вы уже все сказали». Она достала чек из конверта. Разрывать бумагу оказалось труднее, чем в кино. Плотная, дорогая, она сопротивлялась пальцем. Дарья порвала ее на несколько частей и положила на мокрую ступеньку. Ветер разнес обрывки по камню. Один прилип к туфле Веры Павловны. Никто не аплодировал. И слава богу. Это была не победа для зрителей. Это была граница, проведенная руками, которые привыкли спасать других. Дарья села в машину рядом с Тамарой Ильиничной. Дверца закрылась мягко. Через стекло она увидела Андрея. Он стоял между матерью и воротами, впервые не зная, куда идти. Через месяц Дарья снова вышла на работу. Москва была серой, мокрой, без праздничной белизны. У ворот ведомственного госпиталя на Соколе дворник ломал лед железной лопатой. В коридорах пахло хлоркой, кофе из автомата и усталостью. Здесь никто не спрашивал, почему она без кольца. Здесь знали цену молчанию. На столе в ее кабинете стоял букет сухих васильков от матери. Рядом лежало письмо от Андрея. 3-е за неделю. Она не открыла его сразу. Сначала провела обход, поговорила с раненым связистом, подписала документы на перевод пожилого полковника в санаторий. Только вечером, когда за окном загорелись окна старой казармы, Дарья прочитала письмо. Андрей писал, что съехал из семейного дома, что впервые пошел к психологу, что не просит вернуться, потому что понял, просьба без изменений снова станет давлением. Она долго держала лист в руках. Прощение не было дверью назад. Иногда оно становилось окном, которое открывают, чтобы выветрить дым после пожара. Дарья сложила письмо в ящик, но не выбросила. Весной Анна Сергеевна приехала в Москву. Они гуляли по старому двору возле госпиталя, где между кирпичными корпусами пробивалась первая трава. Мать шла медленно, опираясь на руку дочери, и все время оглядывалась на окна. Ей казалось странным, что за этими стенами решаются судьбы людей, о которых нельзя говорить вслух. «Ты не жалеешь?» — спросила она наконец. Дарья подумала об Андрее, о его письмах, о Вере Павловне, которая так и не позвонила. Подумала о белом платье в чехле, о медали в сейфе, об отцовских часах, которые снова шли на ее руке. «Жалею», — сказала она честно, — «но не о том, что ушла, о том, что долго просила себя быть удобной». Мать кивнула. В русских семьях любовь часто путали с терпением, а достоинство-то с гордыней. Дарья заплатила за это понимание дорогую цену, но впервые жила без чужого разрешения. У входа ее ждали пациенты, бумаги, ночное дежурство и новая тишина. Уже не унизительная, своя. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.